представить вам Пиктура. С Пиктуром мы знакомы с 2007 года, столько не живут, тем более в Civic Tech и в IT, в журналистике, наверное, тоже. Вот, да, не считайте, сколько нам лет. При этом, значит, в 2007 году Пиктур и я одновременно, фактически в одно время, но в разных странах начали два одинаковых проекта. А 2007 год, чтобы вы понимали, был таким прям хайпом, по крайней мере, в Центральной Азии. Все занимались блогами, и мы тоже начали заниматься гражданской журналистикой, блогами и так далее. Вот. Мы запускали проект с той организацией, где я работала на тот момент в Казахстане. Пиктур занимался в Кыргызстане. Спустя полтора года наш проект благополучно умер, я его честно похоронила, прорыдала, сделала там выводы и все остальное. А вот проект Пиктура живет до сих пор. Проект называется Клоп КГ. И в 15-16 году они стали официальными членами сети международной организации, которая занимается журналистскими расследованиями. Вроде бы ничего такого сверхъестественного, да, но чтобы вы понимали, основная аудитория, не аудитория точнее, а авторы, которые пишут на этом блоге, это ребята от 14 до 18, 20 лет, уже постарше, да, уже чуть постарше, но когда это начиналось, им было от 14 до 18 лет. Пиктур будет рассказывать про то, как делать правильную ставку на правильную аудиторию, как привлекать людей, как выводить это все, почему стоит некоторым людям доверять и как вырасти из организаций, в которые никто не верил, в тех, которых признают во всем мире. Буквально. Пиктур, тебе слово. Спасибо. Кому удобно, если кто хочет, можете повернуться лицом. Что это такая рассадка интересная вообще. Вот я люблю с этой фотографии начать, потому что здесь это сцена из суда в Кыргызстане, и это 2013, по-моему, год, или 2014, когда у нас был суд над одним из самых известных криминальных авторитетов в Кыргызстане, какие есть. И на этом снимке есть 16-летняя девочка, которая одна из авторок Клопа на тот момент. И я думаю, она была самым молодым человеком, который вообще сидел на этом заседании судебном. И мне нравится этот диссонанс весь этого снимка, потому что здесь сидит криминальный авторитет, здесь какой-то чувак в камуфляже его охраняет, здесь сидит 16-летняя школьница и какой-то адвокат, или кто, не знаю. Но суть в том, что, наверное, это одна из самых клевых иллюстраций того, чем мы занимаемся с 2007 года. И тогда, наверное, изначально мы себя назвали блогом, потом перестали, потому что вообще не понимаем, что такое блог, если честно. Поэтому я думаю, что можно смело называть нас просто медиа-изданием, не знаю. Но фишка Клопа действительно изначально была то, что авторы очень молодые, и при этом они освещают темы, которые, как правило, в нашем обществе не ожидается от того, что люди этого возраста будут такие темы освещать. Нурия, допустим, она очень клево освещала весь процесс над криминальным авторитетом, и потом его выпустили, кстати. Это очень типичная история для Кыргызстана. Вот. Наш сайт называется Клоп, и к сегодняшнему дню мы стали одним из самых популярных медиа, какой вообще, в принципе, в Кыргызстане есть. И в первую очередь мы известны тем, что мы освещаем политику очень много, мы занимаемся журналистскими расследованиями, и вообще, в принципе, у нас очень много фокуса на нарушение прав человека и на эту тематику, но не только. На самом деле много чего ребята еще освещают другого, просто этими вещами мы больше всего прославились. И история Клопа начиналась с того, что меня исключили из вуза, с журфака, вот. И тогда я к тому времени уже на самом деле занимался журналистикой. Я сам, будучи школьником, начал ходить в одну студию, в которой мы выпускали телепередачу и журнал. И там у нас действительно было настоящее журналистское образование, обучение. Пусть оно было абсолютно без каких-либо дипломов, но мы получали опыт, и наш продукт, он реально выходил на настоящем телевидении. И нам доверяли взрослые, то есть мы делали передачу абсолютно сами, а нам всем было тоже как раз где-то там от 15 до 20 лет. И параллельно я учился в университете, который вроде считался самым лучшим университетом в Кыргызстане, но там было очень стрёмно и скучно, потому что мы 4 года занимались теорией и вообще не было практики. И в итоге меня оттуда исключили, потому что я очень плохие оценки получал. Вот. И мне казалось, что это очень несправедливо, что
как-то это не должно быть так, что тот студент, который действительно увлекается этой профессией, хочет стать журналистом, что он почему-то академически абсолютно непригоден для университета. Все остальные, кто были со мной в одной группе, кто выпустились, они журналистами не стали. Что прикольно. Вот. И мы с моим другом, который тоже академически не очень успешен был, он пытался стать доктором, но не стал. Мы с ним в какой-то момент решили, что сначала мы хотим в той организации сделать как бы такое онлайн-отделение, да? Потому что мы сами с детства в интернете. Мы, наверное, первое поколение в Кыргызстане, у кого с детства был интернет, или с подростковых лет. И мы хотели что-то делать в интернете прикольное. И потом это все вылилось как бы в отдельную организацию и в отдельный сайт. И тут у меня некоторые советы набросаны. Я думаю, что одной из причин успеха изначально было то, что мы не распылялись на кучу разных вещей. То есть мы примерно понимали, в чем, скорее всего, мы сильны. И мы были сильны в том, чтобы делать новости не такими, как их делали наши информагентства, а делать их интереснее. Не выпускать 120 коротких новостей в день, которые все друг с другом, как бы, каждый из которых не дает абсолютно никакого контекста читателю, а делать чуть более объясняющие, развернутые новостные материалы. Пусть их будет количественно меньше, потому что у нас не было ресурсов выпускать слишком много контента изначально, но зато каждый из них, пусть их будет сначала выходить 1 в день или 2 в день, но это будут такие материалы, которые, с одной стороны, о текущей повестке, они рассказывают о событии, которое произошло сегодня, но делают это интересно, с контекстом и довольно развернуто. И, наверное, это было одной из причин того, что нам удалось выжить. Потому что мы не пытались первые 2 года, допустим, слишком много разных форматов делать. У нас было всего 3 человека в штате, и были студенты. И студенты тоже одна из причин, почему удалось выжить, я думаю, потому что мы стали одновременно и как бы курсами по журналистике для школьников и студентов, и в то же время у нас вот эти были 3 сотрудника, включая меня. И студенты были вот такой прекрасным способом наполнять контент. Потому что им не надо было платить, во-первых. Вот. Но они тоже получали огромную от этого пользу, потому что они получали опыт, и они могли сразу публиковаться на настоящем существующем сайте. И так получилось, что с первого же набора у нас, вот так выглядит клуб сегодня, с первого же набора у нас появились какие-то очень странные школьники, как нам тогда казалось. Хотя мы тоже такими были, наверное. Школьники, которым реально интересно, что происходит в политике. И которые прям рвались освещать политические процессы. И мне кажется, на самом деле таких школьников много. Просто проблема в том, что взрослые к этому несерьезно относятся и не верят в то, что школьники и студенты могут вообще чем-то таким увлекаться. Да? А у нас как бы особо выбора-то не было в плане того, кто будет, да, еще писать. Поэтому нам ничего другого не оставалось, кроме как в них поверить. Плюс мы сами были не намного старше них, если честно, на тот момент. Поэтому нам как бы это было окей. И, как правило, мне нужно давать немножко контекст про Кыргызстан. 2007 год был очень сложным в Кыргызстане, потому что у нас тогда 2-й президент уже был у власти. Его звали Курманбек Бакиев. Сейчас он в Беларуси живет. Вот. И при Бакиеве, пожалуй, складывалась самая худшая ситуация в Кыргызстане, какая была вообще в нашей истории со свободой слова и, в принципе, с политическими свободами. То есть мы сейчас только осознаем, что мы КЛОП открыли в самые худшие времена, какие вообще в Кыргызстане были. Потому что как раз с 2007 года началось такое усиление давления на СМИ, началось усиление цензуры, попытки вообще все СМИ взять под свой контроль, и не только СМИ, вообще очень много бизнеса. И к власти пришла в стране такая семья, очень коррумпированная, очень криминальная семья. И тут мы, короче, появляемся такие на медиа-горизонте, да? А нам как бы пофигу, что там они пытаются делать, и мы пишем все эти вещи. И наши там 15-16-летние ребята начинают вдруг освещать типа там раскол правящей коалиции в парламенте. Типа такого. И один из них получает аккредитацию в парламенте и становится самым молодым парламентским корреспондентом в истории Кыргызстана. Ему там 15 лет, он ходит после школы в парламент. И потом вот этот человек сыграл интересную очень роль в нашей истории. Это Максим Бакиев, сын президента тогдашнего. И Максим Бакиев был одним из тех, кто больше всего бизнес под себя поджимал. И он делал это очень бессовестно, на самом деле. То есть, но при этом, чтобы вы понимали, почему вообще в Кыргызстане случались революции. В Кыргызстане было 2 революции. Да? Вот одна была в 2005 году, которая привела Бакиева к власти. Вторая потом случилась чуть позже.
И одна из причин, почему революции были, я думаю, это в том, что власти в Кыргызстане никогда не могли стать сверхбогатыми. Нам страшно повезло, что у нас нет нефти и газа. Мне кажется, для Центральной Азии это просто благословение невероятное. И поэтому как бы у властей никогда не было слишком много ресурсов, чтобы подавить, скажем, оппозицию. Максим Бакиев, насколько бедные власти были, чтобы вы понимали, он отжимал кафешки, он отжимал гамбургерные сети. Ну, то есть, как бы, если в Казахстане власть как бы под свой контроль берет, например, там нефть, вот, а в Узбекистане газ, я не знаю, да, то у нас как бы это был такой бизнес масштаба поменьше. Но еще он себе отжимал мобильные операторы и всякое такое. И вот в начале 2010 года случился поворотный момент нашей истории и поворотный момент вообще, наверное, в истории Кыргызстана, когда мы просто поставили перед собой задачу. Причем это была группа очень молодых ребят. Во главе этой группы была 18-летняя на тот момент Аня Лелик. И у них такой интерес был, что типа вот давайте мы попробуем доказать, что Максим Бакиев реально отжимает бизнес. Потому что вроде все об этом говорят, что он отжимает под себя весь бизнес. Он к тому же еще стал госчиновником в тот момент. Для него специально создали целое ведомство, которое называлось Центральное агентство по развитию, инвестициям и инновациям. Аббревиатура была ЦАРИ. Все ржали, что такая аббревиатура получилась. Вот, и давайте попробуем доказать, такая у них была идея, типа, что он действительно этот бизнес под себя поджимает. И так получилось, что в тот момент произошла приватизация Кыргызтелекома, нашего главного коммуникационного провайдера. И эта приватизация происходила супер коррумпированно. И главные компании, которые как бы собирались участвовать в этом конкурсе, их отшили, включая Deutsche Telekom, якобы за ошибки в заявке. А в итоге Кыргызтелеком продали за $1,5 миллиона всего лишь. За очень маленькие деньги продали какому-то очень странному консорциуму из 4 компаний, 2 из которых были из Кипра, что уже было большим, конечно, алармом таким, да, типа. Одна из Казахстана и одна из Кыргызстана. И вот наши ребята под управлением 18-летней Ани начали копать под эту кыргызскую компанию, которая стала совладельцем новым Кыргызтелекома. И я не буду долго рассказывать, но в итоге они откопали схему через открытые причем данные. Это, наверное, была наша первая попытка что-то сделать такое более расследовательское, чем ежедневно новостное. Да? Потому что они нашли прямую связь между вот этой кыргызской компанией и Максимом Бакиевым. Это была очень длинная цепочка, которую мы очень подробно описали в нашем материале. И ничего не случилось. И мы очень удивились, что ничего не случилось, потому что мы думали, что за нами выйдут сразу же. Но я думаю, что еще на тот момент не совсем власти понимали, насколько мы вообще серьезны, потому что нас все равно продолжали, и вот это было преимуществом, то, что у нас были подростки, да, потому что с одной стороны мы вроде уже начинаем такие вещи расследовать, а с другой стороны мы все равно в глазах всех, типа какие-то дети непонятные, которые что-то там ходят по парламенту, да. И как бы мы этим пользовались. И вот мы выпускаем эту первую часть про то, как Макс Бакиев, по сути, контролирует Кыргызтелеком. Ничего не происходит. Тогда наши ребята на тренинге в школе журналистики собираются. У нас как раз была сессия по тому, как составлять запросы на получение информации от госорганов. И нам тестовое задание нужно было сделать на тренинге. И они на этом тестовом задании говорят, давайте Максиму Бакиеву напишем запрос, потому что он же теперь госчиновник, типа, он обязан будет ответить на него. И мы такие, давайте напишем. И мы написали запрос Максу Бакиеву, отправили в этот ЦАРИ, и от них долго не получали ответа, а потом вместо ЦАРИ на нас вышла ГКНБ, наши спецслужбы. И человек из ГКНБ, и мы, чтобы защитить как бы, наших журналистов, в этом случае они немножко боялись свое имя настоящее указывать, поэтому в материале меня поставили как автора. Поэтому ГКНБ мне позвонили. И говорят, слушай, нам надо увидеться. Я такой, ну ладно. И это был интересный пример того, как вообще спецслужбы в таких случаях угрожают. Потому что они очень интересно угрожают. Спецслужбы, даже когда уже складывается чуть более такое авторитарное правление в стране, да, они не стремятся все равно напрямую прям угрожать. Потому что они, наверное, тоже оценивают как бы, ситуацию, понимают, что когда-нибудь могут свергнуть эту власть, поэтому на всякий случай лучше напрямую так не угрожать. Короче, они посылают друзей, типа. Вот с нами со мной и с Ренатом встретилась одна девушка, которую мы знали вообще-то. Она даже в клуб ходила на курсы одно время. И она была типа, у нее были друзья в ГКНБ, и она нам цитировала, что они про нас говорят. Но она так цитировала, интересно, что мы поняли в какой-то момент, что это на самом деле все так спланировано, чтобы просто нас напугать. И она нам сказала, типа, знаете, друзья вообще ГКНБ говорят, что вас там любят. И это очень настораживающее начало диалога.
вас там любят, но... И вот после этого «но» пошло какая-то вообще дичь. Но, ребята, вы зашли слишком далеко. Вот это вот то, что вы про президента решили копать и про его семью, это слишком. Давайте вы, наверное, не будете. Вы можете про любого министра писать все, что хотите. Вы можете про премьер-министра даже писать все, что хотите. Мы такие, спасибо. Но, вы знаете, про президента лучше ничего не надо делать. Потому что вы же понимаете, что с вами юридически разбираться не будут они. И мы такие, так, что это вообще такое, угроза? И потом она почему-то начала очень подробно рассказывать. У нас незадолго до этого было первое убийство журналиста, и пока единственное, в истории Кыргызстана, когда именно власти убили журналиста. Его сбросили с крыши. И она нам начала очень подробно рассказывать, как это делалось. И мы как бы поняли, что это очень такая завуалированная нам угроза, что типа с вами, ребята, будет то же самое. Мы такие, ладно, что мы делаем теперь? Да, и вот второй совет. Стать лидерами в своем пространстве. Вот мы стали лидерами, и нам в этом очень сильно помогла революция вторая. Значит, как мы стали лидерами? Мы поняли, что да, угроза — это очень страшно. Мы реально очень сильно испугались, потому что, особенно в ситуации, когда тебе спецслужба угрожает, ты понимаешь, что абсолютно некому обращаться за защитой. По идее, они тебя защищать должны, да? Ну а к кому обратиться? В милицию заявление на ГКНБ написать? Нет, и международные правоорганизации. Ну, можно, да. Но вы знаете, просто в некоторых странах это не очень работает, на самом деле. Можно хоть сколько угодно писать международной организации, но тебя все равно грохнут, если захотят, короче, да. Поэтому как бы по-любому мы себя чувствовали очень незащищенными. Но это был февраль 2010 года. И в то же время начинаются протесты по стране, потому что Максим Бакиев немножко перегнул палку с тем, как он бизнес отбирал. Он отжал себе всех сотовых операторов, и они установили налог на звонок. И это было последней каплей. То есть уже до этого, в принципе, было очень много недовольства правлением Бакиевых, но когда ввели плату за каждый звонок, и люди платили реально с каждого звонка 10 тыин, это наш аналог копеек, да? Это маленькие деньги, но все равно это накапливалось за месяц в очень большую сумму. То есть люди резко стали гораздо больше платить за мобильную связь. И вот это реально, и вдруг просто все население страны на себя ощутило, как это ужасно, что делают Бакиевы. И начались протесты, их было очень много. И вот тут мы стали лидерами в своем поле. То есть мы нашли нашу фишку, в которой мы действительно были лучше, чем все остальные СМИ. Потому что выяснилось, что мы намного лучше, чем все остальные, можем делать прямые текстовые трансляции с мест событий. Видеотрансляции еще не было, это 2010 год. В Кыргызстане интернет был очень странным, потому что люди платили еще пока за трафик в основном, и поэтому YouTube вообще не смотрели, потому что это было дико дорого. Стримы, их просто не существовало еще, и в принципе скорости не могли позволить нам делать стримы. И при этом никто не делал нормальных прямых трансляций с мест событий, из СМИ, я имею в виду. Информагентства, если что-то экстренное происходило, они могли делать, типа, там, опять же, 125 тысяч отдельных постов в день, которые все друг с другом никак не связаны, и очень сложно было среди них читать и выстраивать какую-то общую картину, да? Мы делали очень простую вещь. Мы просто на одной странице делали постоянные апдейты. Казалось бы, это очевидная очень схема, но реально никто в Кыргызстане этого не делал. И мы стали вот эти протесты все освещать в таком масштабе. Мы поняли, что мы рискуем, но с другой стороны мы думали, окей, нам говорили, что нам не стоит писать про президента и его семью. А это вроде как протесты, напрямую не связано, поэтому мы в любом случае будем про все эти протесты писать. Это уже картинка с 7 апреля 2010 года, когда протесты перешли в Бишкек, но они начались в регионах. И для нас переломным днем было 6 апреля, за день до этого, когда в ходе протестов и в ходе столкновений с милицией в одной из областей на западе Кыргызстана протестующие захватили здание обладминистрации, и, по сути, целая область осталась без управления вообще со стороны центральной власти. Да? И вот целые сутки длилась такая ситуация интересная, когда одна область страны вообще не управляется центральной властью, и мы вдруг поняли в какой-то момент с ужасом 6 апреля вечером, что мы единственная СМИ из Кыргызстана, которая, пишет о том, что там происходит. Потому что... Что, у меня 10 минут осталось? Я быстро. Потому что все остальные СМИ испугались и просто писали официальные пресс-релизы от МВД, в которых говорилось о том, что все под контролем МВД, что было неправдой. И на следующий день, соответственно, мы стали одним из немногих СМИ, которая с утра освещала все столкновения в Бишкеке, и только потом после обеда уже начали подключаться остальные СМИ, когда стало понятно, что уже невозможно об этом не писать. И так случилась вторая революция как раз в Бишкеке, но она, в отличие от первой, была с жертвами, и в столкновениях в центре города погибло 88 человек, а мы проснулись известными. Во многом благодаря тому, что действительно в том, что касается особенно прямых эфиров текстовых, мы стали первыми и стали, по сути, лидерами в стране. Третий очень важный момент. Мы
после этого стали экспериментировать, но только после того, как мы закрепились в какой-то одной нише. Или, скажем, уже в 2 нишах на тот момент. Да? Наступил очень интересный момент. Я думаю, что он у многих СМИ возникает. Это такое, знаете, я думаю, в Украине это очень многим знакомо, когда какое-то издание очень мощно набирает себе аудиторию на очень внештатной ситуации. Допустим, на освещении революции. А потом, когда вдруг более-менее ситуация устаканивается, этому СМИ надо что-то придумывать, чтобы дальше как бы держать такую же аудиторию. И обычно это не получается сразу. То есть у нас в 2011-2012 году было страшное падение посещаемости. После бурного 2010 года люди, мне кажется, отдыхали от новостей немного. Поэтому нам нужно было придумать что-то новое. Что еще мы будем делать? Мы как раз к этому созрели. У нас вырос уже штат к этому времени. Это уже было не 3 человека, а было, не знаю, на тот момент уже, наверное, 23 или, может, даже больше, плюс постоянно студенты и так далее. Мы себе смогли позволить расширить наши форматы. Мы стали делать расследования еще больше. Это одно из наших первых таких громких расследований, когда мы вскрыли коррупционную латиницу в Кыргызстане. Кто знает про коррупционную латиницу? Ее в России очень много использовали. Не знаете, нет? Это когда, да, меняют символы в тендере на кириллические, на латинские, чтобы в поисковиках невозможно было найти объявление о тендере. И мы нашли сначала, что наше Министерство образования на 2 миллиона баксов тендер провело, короче, и друзья какие-то Министерства образования выиграли тендер. Этот чувак говорил, что ему компьютер хакнули, и поэтому так получилось. Это делал 22-летний на тот момент наш журналист Улугбек. То есть 22 года — это уже такие умудренные опытом журналисты Клопа, мудрые старцы, которые уже прошли на тот момент 7 лет опыта, не знаю, или сколько там, 6 лет опыта освещения новостей таких ежедневных, и уже были готовы к тому, чтобы... И действительно, готовы были, потому что когда ты 5-6 лет уже так нормально поработал с ежедневным контентом, в принципе, в 22 года ты уже готов делать такие расследования. Мы продолжали принципиально следовать нашим ценностям. Тоже, мне кажется, одна из причин, почему мы существуем до сих пор. То есть было очень много попыток нас подкупить. Самая клевая попытка была с этим чуваком. Значит, это министр внутренних дел, который в Болгарии открыл бизнес. Тоже очень прикольное расследование наше было. Он открыл в Болгарии бизнес, когда был замминистра внутренних дел, что уже было нарушением закона. И потом он еще этот бизнес нигде не декларировал. Мы нашли вместе с болгарским одним расследовательским изданием, нашли кучу документов на него, подтверждающих, что у него этот бизнес есть, и выпустили эту серию. У нас была целая серия материалов про кыргызских чиновников, у которых в Болгарии есть бизнес. Нам предлагали $3000. Они думали, что они нас удивят этой ценой, типа, за то, чтобы мы удалили этот материал. И кажется, его больше насторожило не то, что мы про него нашли, а про то, что они потом сказали, хотя бы удалите имя этой женщины. Мне кажется, просто жена Турганбаева настучала по башке, когда увидела, с кем он там открывает компанию. Поэтому, да. Еще один важный момент, который тоже очень сильно помог нам, это вырастить будущих руководителей организации. Я с 2014 года, на самом деле, с 2015 очень мало занимаюсь ежедневным контентом на Клопе, а с какого-то времени я вообще перестал заниматься журналистикой в Клопе, потому что просто мы вырастили новое поколение редакторов, новое поколение людей, которые управляют организацией. Это безумно важно, потому что очень плохо, когда в организации одни и те же люди постоянно управляют ею. Да? И у нас это LDR, вот как раз человек, который Мелиса Турганбаева расследовал, министр внутренних дел, он сейчас главный редактор Клопа, и ему было 17, когда он пришел в Клоп. Сейчас ему 25 или 26. Вот, и в 22, по-моему, или 23 он стал главным редактором. Да, и еще несколько таких интересных вещей, которые мы для себя извлекли, что абсолютно нормально, когда по ходу дела что-то не получается. Это окей, и как бы хуже гораздо, когда вы не можете признавать свои фейлы. У нас было немало фейлов, начиная от того, что один раз студенты сделали абсолютно фейковую новость, и редакторы плохо ее проверили, выпустили ее. Потом мы кровавыми слезами извинялись перед читателями за то, что мы это сделали. И еще один момент тоже, что это нормально, когда вы не становитесь бизнесом, если вы не хотите становиться бизнесом. Потому что у нас очень много было на этот счет, у нас была такая большая дилемма. Хотим ли мы Клоп превращать в бизнес? Потому что мне кажется, есть какие-то сферы жизнедеятельности, которые бизнесом не должны становиться. Например, не знаю, тюрьмы. Когда тюрьма становится бизнесом, это очень плохо, как в Америке. Да? Сразу увеличиваются пытки и так далее. Появляется интерес, чтобы там люди дольше сидели. И в журналистике в Кыргызстане мы пришли к такому интересному очень заключению.
и очень опасно журналистику в Кыргызстане или издание делать исключительно зависимым, скажем, от рекламы или от коммерческих денег. Потому что рекламодатели, практически все крупные рекламодатели в стране, они повязаны с властью. Если у тебя бюджет зависит исключительно от рекламных доходов, то на самом деле у властей появляется невероятно крутой рычаг на тебя надавить. Они просто тебе перекрывают кислород в плане рекламы в какой-то момент. Если, допустим, у тебя какой-нибудь банк там содержит тебя за счет рекламы, а потом этот банк связан с властью, и потом они просто этот банк просят перестать быть твоим рекламодателем, то ты остаешься без денег. И поэтому мы для себя решили, что мы останемся такой организацией с очень интересной структурой в плане того, как наш бюджет формируется. Мы получаем гранты, и мы с 2007 года получали гранты, и мы никогда этого не скрывали. И в Кыргызстане это можно абсолютно спокойно и свободно делать. Но при этом только от гранта зависит тоже не очень прикольно. Поэтому мы сейчас стремимся к такой идеальной схеме, в которой треть нашего бюджета формируется грантами, треть нашего бюджета формируется коммерческими доходами, которые у нас все равно есть, и треть нашего бюджета формируется краудфандингом. Мы пока не пришли к такому прям совсем идеальному балансу, чтобы было треть. Пока что все равно гранты, пожалуй, занимают где-то, наверное, 3/4 нашего бюджета. Но как минимум выросла вот эта четверть бюджета, которая формируется коммерческой деятельностью нашей, в основном это видеопродакшн и услуги прямых трансляций, и плюс тренинги платные и так далее. И плюс у нас есть немножко краудфандинга, который растет с каждым годом. Так, и что там еще? Да, и, конечно, в плане признания, то есть вот этот человек уже был 4-м президентом Кыргызстана, и я думаю, что он сказал замечательные про нас слова, которые для нас были одним из самых крутых признаний. В 2016 году, выступая на пресс-конференции, он сказал, что, прочитав одну из историй на Клопе, у меня было ощущение, что я наступил на какашку. Он реально так сказал, дословно. И мне кажется, когда президент твоей страны такое говорит про тебя, ты что-то очень правильное делаешь. И да, наверное, это относится к нашему 9-му пункту. Мы никогда не стеснялись быть собой, нам было абсолютно пофигу, что про нас думает власть. И вообще, что, в принципе, про нас думают наши хейтеры, потому что если все время отвлекаться на это, то вообще ничего не получится. Мы, конечно, всегда прислушивались к очень такому полезному фидбэку, который нам давали люди, которым мы доверяем как профессионалам. Но если потом президент говорит что-нибудь такое, вот еще и вот цитата про нас. Товарищи из Клопа, спецслужбы уже работают над расследованием, которое вы опубликовали, но следы ведут не к Сооронбаю Жээнбекову, это нынешний президент, следы ведут к вам, вот вы увидите. Спецслужбы работают над этим. Ваша история была провокация, организованная. Потом он сделал паузу, потому что он не придумал, кем она была организована. Давайте подождем результатов расследования. Это реакция на наше расследование про махинации на выборах президента Кыргызстана. И потом он нас назвал «Вы клопы на теле Кыргызстана». И мы потом Эльдиару подарили футболку с надписью «Клоп на теле Кыргызстана». Ну и, наконец, завершение еще одной истории. То есть это, наверное, самое клевое расследование этого года, которым я очень горжусь. И, наверное, это первый случай, когда мы из Кыргызстана повлияли на судебный процесс, который проходил в Европе, в данном случае в Швеции, когда выяснилось, что в Швеции задержали группу жителей из Центральной Азии, и один из них был гражданином Кыргызстана, и ему инкриминировали терроризм. Вообще это очень часто любят делать с людьми, которые из страны, которая заканчивается на «стан». Обычно они по умолчанию уже в принципе террористы, и потом нужно просто найти способ, как сделать их террористами. В Европе это, к сожалению, все больше и больше. Так вот, и задержали, значит, Атабека Абдуллаева, его обвинили в терроризме, и нам попал отчет, 2000-страничный отчет шведских спецслужб вообще обо всем этом деле. И так получилось, что у нас одна сотрудница владеет шведским языком. Она из Дании, и она у нас работает фандрейзером. И это тоже, кстати, очень важный момент. Почему я сейчас про это рассказываю, объясню. И она просто села читать этот отчет. Она прочитала все его 2000 страниц и нашла целую кучу несоответствий. Например, шведские спецслужбы не имели вообще никого, кто знает кыргызский язык. Я с одной стороны не удивлен этому, но с другой стороны не могли бы найти кого-то. Да? И они неправильно перевели кучу смс-ок этого чувака. Они добавили слово «стрельба» или еще какие-то жуткие слова там, где, их не было вообще близко. Очень невинные смс-ки. Потом он искал в Телеграме узбекскую комедию, которая называется «Бомба». Они это интерпретировали, как что он искал, как сделать бомбу, прикиньте. Ну, вот всякую такую фигню ему там понапридумывали, и он год уже сидел в СИЗО на этот момент. Потом, когда мы выпустили этот материал, в котором очень подробно расписали про все эти несоответствия, через какое-то время его освободили и признали невиновным.
в терроризме. Ему только, короче, в итоге предъявили обвинение по статье «Подделка документов» и приговорили к 1 месяцу заключения, а он уже год сидел в СИЗО. То есть ему еще сейчас какую-то мега-компенсацию выплачивают. Что? Еще шалить может на 11 месяцев. Ну, я думаю, что ему сейчас не до этого. Но в любом случае, да. И вот почему я эту историю рассказал. Этим материалом внезапно занималась вообще девушка, которая у нас занимается фандрейзингом. И мы иногда позволяем себе вот такой эксперимент, как люди, которые вообще одним делом занимаются, особенно те, которые ищут деньги для Клопа, у нас есть специальный человек, который ищет, чтобы они тоже вовлекались иногда в журналистику, если они, конечно, хотят этого. И ей это было дико интересно, она только один раз это попробовала, но ей это было очень интересно, очень полезно. Очень полезно еще и в том плане, что она внутри на себе поняла, каково это работать с журналистами. И намного проще после этого, допустим, писать те же заявки для доноров, потому что она намного лучше знает, как это делать на своей шкуре, потому что она это испытала. Да? До нее фандрейзеркой была как раз Анна Лелик, которую я до этого упоминал, которая сама раньше делала в Клопе расследование. И это тоже, наверное, одна из причин того, почему мы имеем, собственно, финансирование. И, наверное, будем иметь его. То есть нет абсолютно никаких проблем в том, чтобы, если вы решили, что вы остаетесь НКО и получаете гранты, я в этом проблемы вообще абсолютно никакой не вижу. И я думаю, что организация, которая смогла добиться того, что у нее всегда есть возможность получать финансирование, тоже очень большой успех. Но в нашем случае мы просто стараемся максимально диверсифицировать то, откуда нам деньги приходят. То есть, чтобы у нас было и то, и это, и третье. Так, по-моему, это все. Да, еще одно видео, но я не знаю, успею ли его показать, но я просто вкратце расскажу. Это тоже очень важная иллюстрация того, что мы делаем. И эта история была в 2014 году, когда две наши журналистки... Это последняя, Ира. У меня еще есть минут? Сколько у меня еще минут есть? Она просто не грузится. Вот, это значит, история случилась в 2014 году. Ладно, видео не открывается. Почему-то, не знаю почему. Когда две наши журналистки, одной было 15 лет, другой 16 лет, пошли, значит, в парламент, потому что они там работали. И потом на выходе, значит, они увидели машину депутатскую с тонированными полностью стеклами, и что в Кыргызстане запрещено тонировать, в смысле, передние стекла. И они решили, что у них инстинкт был сразу, конечно, снимать все это дело, потому что мы их этому учим. И потом, значит, подходит к ним СБшник парламентский, ладно, так расскажу на словах, и начинает им говорить, типа, выключите камеру. Вот, ну, всякую такую фигню. И мне безумно понравилась их реакция, потому что они вместо того, чтобы выключить камеру, они ее просто вниз опустили, а потом дальше продолжается запись, и слышно, как они ему начинают втирать про то, какие у них есть права на съемку в парламенте, и что, типа, он вообще не прав, и что они дальше продолжат снимать, и потом они просто поднимают камеру и дальше снимают. И для меня это было очень важно, и тоже важным олицетворением того, ради чего мы все это делали. То есть, на самом деле, журналистика — это только одна из составляющих того, чем мы занимались все эти годы. И гораздо важнее было то, что мы, мне кажется, в целом учили молодых людей все эти годы и учим дальше быть смелыми. И это потом им пригодится абсолютно в любой сфере. Очень многие ребята после наших курсов журналистики, они потом идут не в журналистику, и это нормально. Но им просто в любой сфере это все может потом очень сильно пригодиться. И то, что у нас есть такая глобальная миссия, мне кажется, тоже одна из очень сильных наших сторон все эти годы была. Все, спасибо. Я очень долго. Ну что, Виктор, расскажи про спутник-то. Спутник? Да, давай коротко. Коротко, хорошо. В общем, на самом деле в Клопе сейчас, как в организации в Клопе, сейчас 3 основных направления. Одно из них журналистика, второе это то, что связано с изучением искусственного интеллекта, как его использовать для, в том числе, журналистики. Третье — это запуск микроспутника. Такого... Сразу микро, взялся, требует... Ладно, хорошо, просто спутника. В общем, у нас в организации есть группа девочек, именно причем девушки, они все, которые строят первый в истории Кыргызстана спутник. И это на самом деле проще, чем может показаться, но и не так просто, конечно, но и не так сложно. Потому что, к счастью, с начала нулевых стало намного проще строить вот такие маленькие спутники. Он будет размером вот таким, сейчас покажу вам. Он будет вмещаться в руку. Он готов уже? Нет, сейчас вы только начинают конструировать. Ну, потому что это год назад началось, и вот он примерно такого размера будет. Он такой кубический, и вот, видите, он в принципе в ладонь вмещает. Они построили вот эту штуку на МКС.
И эта штука как раз запускает такие микроспутники. Видите, это вот такой, один из микроспутников выпускается на орбиту. И потом... Самое важное, он же рабочий, правильно? Нормальный рабочий. Естественно, да, абсолютно. То есть, на самом деле, из-за того, что в целом, как бы, очень многие вещи стало возможным делать очень миниатюрными, и при этом они очень мощные, то вот эти кибсаты можно очень много для чего использовать. Начиная от наблюдения за атмосферой, заканчивая, в принципе, фотосъемкой и так далее. И хоть я не знаю, там, гамма-излучение от Солнца, я не знаю. Ну, короче, в общем, много чего можно изучать с помощью него. А наш спутник вот так вот прилетит на МКС, потом его сюда поставят, и он будет запущен на орбиту. Это будет в 2020 году. Но пока вот следующий... Пока мы собираем деньги, называется. Не, мы, на самом деле, нам сейчас даже важнее было, ну, деньги, понятно, что мы собираем, и нам общий бюджет спутника идет $200 тысяч, что для спутника очень мало, на самом деле. И мы смогли уже сфандрейзить где-то $130 тысяч. Нам еще надо 70 тысяч найти за это лето. Вот, но как бы имеется в виду, что параллельно, естественно, уже какая-то работа ведется. И у нас есть такая корневая группа из 10 девушек, которые совсем прям прокачанные, и они уже начинают сейчас заказывать детали и начинают его уже строить. И еще очень важно было найти, конечно, экспертов, которые с ними работали бы. У нас, к счастью, есть прекрасные просто 2 тренерки из НАСА, которые с ними занимаются пока онлайн, вот, и которые их как бы гайдят через все это дело. Супер. Так, хорошо, вопрос? На самом деле вопросов, конечно, много. Надеюсь, у нас будет время немного поговорить. Но мне интересный такой момент. Как вообще так получилось? У нас, например, по законодательству, вот я тоже владелец СМИ, да, мы не имеем права нанимать на работу несовершеннолетних. Как у вас школьники смогли получить аккредитацию в парламент? Опять же, у нас попробуй добейся аккредитации в парламент. И маленький вопрос, все-таки что такое КЛОП, ну, расшифровка есть ли? Хорошо. Спасибо. Это первый вопрос. Давайте сразу еще один, если есть. Мне надо Есть. записать все вопросы. Так, Биткут, насколько ты оцениваешь влияние на наличие вашего этого ресурса? Если бы вас не было, были бы эти изменения в стране? И как сейчас это влияние демократизации, развития гражданского общества, наличие вас, ну, и всех смежных проектов? Спасибо. Да? Вообще, мы почитали Трудовой кодекс. Правда, мы сделали это где-то года через 3 после того, как мы КЛОП основали. На всякий случай, потому что шли прочитать. У нас очень интересно в Трудовом кодексе написано, что с 12 лет дети, если они занимаются творческой профессией, которая, в принципе, не угрожает их там, здоровью и так далее, они могут заниматься этим вообще без ограничений и могут даже трудоустраиваться, начиная с 12 лет. И журналистика — это однозначно творческая профессия. И у нас есть правило, кстати, если 18 лет не исполнилось журналисту, то мы не отправляем его или ее на задания, которые, очевидно, опасны для здоровья или жизни. Один раз мы эвакуировали 2 15-летних, не помню, сколько им было, 15-16 лет, журналистов из здания суда, которые штурмовали противники приговора. Вот, это была целая операция. Но в основном нам реально удается их как бы спасти от таких ситуаций. Да? Потом, когда им 18 исполняется, они взрослые, и они уже как бы что хотят, то и освещают. Потом, они же не трудоустроены у нас в основном. Они приходят нам учиться. То есть это часть школы журналистики. Просто у нас учеба построена так, что они уже на 2-й неделе начинают работать над первыми материалами. Они сначала маленький вклад делают. Допустим, они сначала только интервью берут или еще что-то. Но потом постепенно их вклад все увеличивается. Но они все еще продолжают оставаться студентами. То есть у нас нет трудового договора. На работу мы все-таки, как правило, берем, мы же пытаемся ждать, чтобы им все-таки 18 стукнуло. И тогда уже вообще проблем нет с тем, чтобы их брать на работу. Что касается аккредитации, я думаю, это специфика Кыргызстана. Вообще очень парадоксальная у нас страна, если честно, потому что мы в Центральной Азии, пожалуй, самая свободная страна во всех смыслах, какие можно представить, в том числе в том, что касается доступа к прессы к властям. У нас нет лицензии СМИ до сих пор, и мы ее принципиально не хотим получать, потому что мы считаем, что она нам не нужна. У нас есть Конституция Кыргызской Республики, статья 33 пункт 1, которая гарантирует каждому гражданину свободу распространять и собирать информацию. Мы считаем, что мы этим правом можем пользоваться, и, соответственно, благодаря этой статье каждый гражданин Кыргызстана, который объявил себя журналистом, является журналистом. Мне очень это нравится. Мы просто общественный фонд, и, по сути, КЛОП, если так формально на него посмотреть, это веб-сайт общественного фонда, наверное, с точки зрения законодательства. Но на самом деле всем пофигу. Теперь смотрите, поэтому мы лицензию СМИ никогда не получали и не будем получать. Далее, второй момент.
насчет аккредитации. Де-факто при этом власть нас признает как СМИ. То есть и речь не только об аккредитации. Вот эти все цитаты Атамбаева, например, он говорил в лицо журналистам Клопа на пресс-конференциях. То есть нас всегда зовут на пресс-конференции президентов. У нас есть доступ абсолютно ко всем, кому мы только можем захотеть. Если какой-то чиновник, обычно это очень высокого ранга чиновник, не хочет нам давать интервью, то, как правило, он еще много кому не хочет давать интервью. То есть как бы это в целом просто они закрытые, да, бывают? Иногда, вот. Но как бы в плане доступа к информации у нас всегда абсолютно такой же был доступ, как и у остальных СМИ. Так, про Клоп ничего не означает, вкратце. Реально ничего не означает. Но мы придумали кучу легенд, и потом их рассказываем, в том числе депутатам, и они ужасаются этим легендам. Но я не буду сейчас на это долгое время тратить. И вопрос про то, насколько мы повлияли. Очень хороший вопрос. На него ответ может быть очень нескромным. Нет, но я не знаю, если честно, да, как бы это очень сложно измерить. Но похожих на нас проектов, в принципе, в Кыргызстане близко нет. И вообще, наверное, в Центральной Азии. Вот, и поэтому я думаю, что какое-то влияние мы, наверное, оказали. Я не думаю, что мы прям сильное влияние оказали в дни революции. То есть, да, у нас очень много людей читало, но как бы революция и без нас случилась бы по-любому. Потому что просто некоторые нам приписывали потом это, что, мол, типа, вот Клоп сыграл роль в революции. И я считаю, что это было преувеличением. То есть я не думаю, что мы сыграли роль именно в самой революции. Мне кажется, больше гораздо мы сыграли роль именно наверное, на нынешних школьников, студентов. Потому что, знаете, Клоп чем славится? Во-первых, мы, понятное дело, агенты Госдепа. Но это ладно, это отдельная история. Мы агенты Сороса и кого еще угодно. Вот. Еще мы гей-пропагандисты. На одном митинге одни чуваки, сказали, что гей-пропаганда в Кыргызстане распространяется через соцсети, СМИ и Клоп. И нам так понравилось, что они нас выделили в отдельную категорию вообще. Мы и не соцсети, и не СМИ. Вот. Но вот эта правозащитная повестка, она для нас очень всегда важна была. Мы очень много освещали дискриминацию, мы очень много освещаем сексизм, мы очень много освещаем ущемление прав ЛГБТ, мы очень много освещаем пытки и так далее, и так далее. И я не знаю, насколько мы именно в этом роль сыграли, но в этом году в Кыргызстане был самый большой марш на 8 марта в истории Центральной Азии, наверное, всей, когда там 500 человек собралось. И для нас это очень большая цифра, потому что в прошлом году было 50. И что подразумевается под маршем на 8 марта? Это был марш на 8 марта, да, как бы, но марш людей. Да, в честь, да, но на нем было типа 7 радужных флагов. И это было тоже беспрецедентно для Центральной Азии, это было безумно круто. И там было очень много школьников и студентов, и для меня это было прикольным индикатором. И это в основном была наша аудитория как раз. То есть, возможно, наша аудитория — это в первую очередь вот такие вот школьники, студенты. Ну, у нас аудитория взрослее, чем наши авторы. Но те вот из молодых людей, кто нас читает, это те, кому реально вот неравнодушны те проблемы, какие есть в обществе. И возможно, мы где-то в чем-то, не то чтобы мы влияем на них, но мы, наверное, вдохновляем их просто тем, что мы есть, и что есть какое-то пространство, где они могут читать то, с чем они солидарны. И мне кажется, это людям помогает, они становятся смелее реально. То есть они понимают, что они не одни, и с большей вероятностью выйдут, скажем, на какой-нибудь протест, или выйдут на какой-нибудь марш, или еще куда-то. Мне кажется, это круто. Спасибо. А вы какой-то комьюнити вокруг себя строите, может, офлайн какие-то уже активности раз? Are you building some communities around you? Sir, простите, это будет последний вопрос, потому что нам надо дальше. Да, извините. Но мы потом еще можем, все, кто хочет, меня пообщаемся. Да, мы строим, мы проводили где-то 3, наверное, офлайновых мероприятия в разное время. Вот, и как бы есть некое, но оно такое, оно не слишком, оно вообще не формализовано никак, это комьюнити. Но в целом, как бы, да, есть некое, наверное, комьюнити наших фанатов, что ли. И во многом, допустим, даже когда мы спутниковый проект начали, мы его начали абсолютно вообще ничего не имея, и не имея даже никакой экспертизы в космической индустрии. Но первые, кто начали через краудфандинг деньги нам давать, это как раз были наши фанаты, я думаю. И потому что там довольно много людей из Кыргызстана было. Или, допустим, у нас был кейс, когда мы в 2014 году... Ладно, можно я чуть про Украину расскажу, это очень важно. Просто в Украине люди вообще не представляют, насколько Евромайдан большую роль сыграл на обсуждение и процессы в Центральной Азии, которые были. Потому что для нас Евромайдан — это была такая лакмусовая бумажка того, у кого какие взгляды. И в Кыргызстане невероятно просто посрались все, кто мог, из-за того, что было в Украине в 2013-2014 году. И у нас в этом случае был такой очень важный момент, то есть мы решили, что мы, задолбались слушать споры людей про Украину, при том, что никто из спорящих не был в Украине ни разу. Поэтому, наверное, мы поедем сами в Украину. И поэтому я поехал на Евромайдан, а потом я поехал на Донбасс и так далее.
И вот, допустим, моя поездка в Донецк в 2014 году, в мае, она полностью спонсировалась читателями Клопа. То есть это был первый, наверное, успешный краудфандинг в истории кыргызской журналистики, когда люди, причем я собирал типа $1800, а люди собрали $2000. То есть больше даже денег собрали, чем мы просили. И из которых четверть ушла на донецкого водителя. Но это стоило того. Вот. И, в общем, я думаю, что это было тоже очень классным показателем того, как раз, что это комьюнити есть. И что есть люди, которые в нас видят то, что мы будем альтернативой, допустим, той пропаганде, которая лилась из всех дыр в Кыргызстане про Украину. И поэтому они как бы надеялись нас увидеть, то, что мы что-то другое расскажем, своими глазами это все увидим. Видишь, даже экран погас. Все, я понял намек. Все, ухожу.